Волейбольный вундеркинд из Японии, а если говорить конкретнее Юджи Нишида, в период с 2018 по 2020 год наделал немало шума в волейбольном медиапространстве. И что более важно, все эти инфоповоды создавались не на почве каких-то скандалов, а непосредственно все внимание было приковано к игре диагонального сборной Японии. Невысокий рост, феноменальный прыжок. Нишида стал примером для подрастающих волейболистов, которые начали верить в то, что даже не обладая двухметровым ростом, вы можете хорошо играть на профессиональном уровне. Юджи стал главной целью для волейбольного сегмента Ютуба, где чуть ли не каждый канал, что основан на волейбольных хайлайтах, начал хайпить на молодом диагональном. Да что уж греха таить, на моем канале с огромным запасом на первом месте по просмотрам находится видео именно про Юджи Нишиду. Правда, в нем я не восхвалял японца, а пытался разобраться, заслужил ли диагональный такого внимания к своей персоне, но сейчас вообще не про это. Нишида в своем последнем сезоне в Японии выдавал какую-то фантастическую статистику и в ключевых матчах набивал больше 30 очков, причем с очень приличным процентом. Оттого и возникал вопрос, а не перерос ли диагональный свою родную лигу, и не пора ли ему попробовать свои силы в более конкурентном чемпионате. И наконец, в 2021 году на этот вопрос последовал ответ, и Нишида решил попробовать свои силы в одном из сильнейших чемпионатов Европы, а именно в итальянской суперлиге, где он принял предложение от клуба Вибо Валентия. Не совсем понятно, каких целей придерживались руководители клуба. Либо они верили в силу своих игроков и снова хотели добраться до плей-офф, либо же они хотели просто увеличить узнаваемость бренда, подписав самого популярного волейболиста в лице Дугласа, а также захватив азиатский рынок через трансфер Нишиды. Если честно, ответ на данный вопрос мне не особо интересен, поэтому давайте вернемся к нашему сегодняшнему герою и постараемся проанализировать его единственный сезон в Италии, ведь уже в следующем году он вновь возвращается в Стингс. Очень часто доводилось слышать мнение, что Нишида в Италии провалился, мол, это переоцененный игрок и весь хайп вокруг него должен лопнуть как мыльный пузырь. И глядя на турнирную таблицу, с этим достаточно сложно не согласиться. Команда на протяжении всего сезона болталась где-то на дне списка, а по итогу и вовсе вывалилась из высшего волейбольного дивизиона Италии. Но для начала, наверное, стоит разобраться, в чем же крылись проблемы данного коллектива и в частности Юджи Нишиды. На первых порах японский диагональный никак не мог найти взаимопонимания со связующим Вибо Давидо Саитой. Этим игрокам потребовался практически месяц, чтобы наладить связи и найти оптимальный вариант передачи, ведь в первых турах эффективность Нишиды была ужасной, и даже были матчи, где его сажали на скамейку запасных. Дальше дела пошли в гору. Диагональный начал демонстрировать хорошие цифры, а игра команды стала налаживаться. Но Юджи в матче против Лубы Чивтановы получает травму, и на продолжительный период он вынужден отойти от игр. Как мне кажется, основной причиной данного повреждения стал чрезмерный вес атлета. Из-за языкового барьера большую часть сезона Нишида тратил на тренировки и знакомства с итальянской кухней. В связи с чем за первое время он набрал около 10 кг собственного веса, и после привычных 82-83 кг он дошел до отметки 92. И как он сам признавался, затем он поумерил аппетиты и стал держать вес в диапазоне 86-87 кг. Естественно, в отсутствие основного диагонального у команды начались проблемы с достижением результата. Да еще и на этом фоне Дуглас, ссылаясь на психологические проблемы, решил посреди сезона сбежать обратно в Бразилию, что также не позволяло Вибо добиваться побед и укреплять свое турнирное положение. Ведь в этом сезоне получилась такая ситуация, что между 7-м местом, что гарантирует попадание в плей-офф, и 12-м местом, что гарантирует вылет из Суперлиги, было всего-то 9 очков. Так что 2-3 победы могли кардинально изменить турнирное положение команды. Но постоянные кадровые проблемы не позволили команде Юджи Нишиды сохранить прописку в элитном дивизионе. Думаю, что про проблемы команды Вибо Валентия вы из этого блока поняли. Но что же показал непосредственно сам японец за эти 8 месяцев пребывания в Италии? Можно ли назвать провалом этот сезон для молодого японца? Давайте сейчас и попытаемся разобраться. Собственно, вот так выглядит статистика Нишиды за эти 8 месяцев, проведенных в Италии. 306 набранных очков за 20 игр, 43 из которых он добыл с подачи и 12 на блоке. Эффективность нападения 47,3%. Данная статистика в отрыве от других игроков нам ничего не говорит, так что давайте сравним ее с другими нападающими чемпионата Италии. В списке лучших бомбардиров Юджи расположился на 17 месте, хотя до травмы он нередко оказывался в пятерке лучших. Поэтому данное занятое место связано лишь с меньшим количеством матчей, чем было у его конкурентов. А если вы обратите внимание на показатель количества очков за сет, то здесь диагональный и вовсе будет на 3-м месте, вслед за Вильфредо Леоном и Роком Можичем.
Ради интереса можно даже сравнить эффективность лучших атакующих игроков сезона с Юджи. Самый результативный игрок чемпионата, словенец Рок Можич, атаковал с эффективностью в 50%, что пусть и не намного, но превосходит показатели Нишиды. Хотя не очень корректно сравнивать доигровщика и диагонального, ведь условия для нападения у них отличаются. Поэтому логичнее будет сравнивать по позициям. Ну и безоговорочно в этом противостоянии японец уступает Немиру Абдель-Азизу. Я смотрел достаточно много матчей Модены в этом сезоне, поэтому видел, что голландец показывал бешеную эффективность даже в тяжелейших для нападения условиях. А вот если сравнивать с другими диагональными из команд уровня плей-офф, то Георг Грозер и Адиз Лагумзи немногим лучше выступили, чем Юджи Нишида. Причем турок неоднократно проваливался в этом сезоне. И если честно, я не совсем понимаю, почему именно он был безоговорочным первым номером пьяченцы на своей позиции. А если сравнивать японцев с игроками из нижней части турнирной таблицы, то с Линусом Вебером у них одинаковая эффективность нападения. А Нильс Клапвейк и вовсе серьезно в этом компоненте уступает. С атакой вроде разобрались, а что у нас с подачей? Ведь некоторые называли диагонального чуть ли не лучшим подающим в мире. Не знаю, что там со всем миром, но в Италии в прошедшем чемпионате он стал одним из лучших, заняв 4-е место в соответствующем списке. А по соотношению эйсов к проведенным партиям он выглядит еще лучше и уступает только Вильфредо Леону. Но это всего лишь цифры, которые не всегда отражают реальную силу игрока. Меня всегда больше интересовало, насколько полезен тот или иной волейболист вне зависимости от значений из протоколов. Так был ли полезен Юджи Нишида для Вибо Валентии в своем первом и пока единственном сезоне в Италии? Как я уже упоминал чуть ранее, то начало сезона для японцев Суперлиги не задалось. Но при этом нельзя было сказать, что Юджи где-то тушевался или же не дорабатывал. Было видно, что Нишида выкладывался по полной. И даже в те моменты, когда передача была неудобной для диагонального, он все равно брал вину на себя, не выказывая претензий к связующему. Да и в плане эмоций японцу также не было равных на площадке. Неиссякаемый заряд позитива и постоянная поддержка партнеров по команде. Пусть напрямую это на эффективность игры не влияет, но такие личности обязательно должны присутствовать в каждой команде. Но что более важно, я бы хотел оценить игру Нишиды в завершающем отрезке Суперлиги, когда решался вопрос не только сохранения прописки в элитном дивизионе, а также еще оставался шанс на то, чтобы Вибо Валентия могла попасть в плей-офф. И несмотря на то, что команда японца вылетела, сам диагональный провел впечатляющий отрезок, где практически в каждом матче он становился самым результативным игроком встречи в составе обеих команд. Но из-за всех трудностей с составом, достойных помощников у Юджи в этот момент не нашлось. Поэтому Вибо и расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице и было вынуждено покинуть элитный дивизион. Можно ли считать уход Нишиды из клуба побегом? Нет, ведь о своих планах диагональный заранее оповестил руководство, так что ни к какому предательству это приравнять не получится. Быть может, Юджи предлагали новый контракт. Быть может, были и другие предложения из топовых чемпионатов. Но как нередко бывает с молодыми покорителями мира, впервые оказавшись вдали от дома, они начинают испытывать психологические трудности, с которыми они справиться оказываются не в состоянии. И по этой причине они вынуждены возвращаться в свою зону комфорта. Но это не значит, что больше Нишиду в Европе мы не увидим. Ведь после очередного сверхрезультативного сезона в Стинкс, а я уверен, что он таким и будет, Юджи захочет еще раз попробовать свои силы в более конкурентном чемпионате. Так и каков же тогда ответ на вопрос, который витает на протяжении всего этого ролика? Провалился ли Юджи Нишида в итальянской суперлиге? Для меня ответом на этот вопрос будет нет. Лично я увидел от диагонального ровно то, что от него и ожидал. Небольшой период адаптации, а затем неминуемый прогресс в игре. Юджи доказал, что он способен не затеряться в одной из сильнейших лиг мира. К сожалению, все слегка подпортила травма. Да и от Вибо я ожидал более успешного выступления. Ведь тот же Дуглас на Олимпиаде показывал приличный уровень игры, но достаточного количества времени в ротации он не получал. Так что мне казалось, что став игроком основного состава, он сможет раскрыться на полную. Только, как показало время, в зону комфорта бразилец решил вернуться куда раньше, чем это сделал японец. Ну что ж, я очень надеюсь, что данное видео оказалось вам интересно, и вы обязательно прожмете кнопку лайка под ним. Также делитесь вашим мнением касательно вопроса данного ролика. Как оцените лично вы выступление Юджи Нишиды в своем первом зарубежном клубном сезоне? Оправдал ли он ваши ожидания или же нет? Обязательно оставляйте ваши комментарии, будет очень интересно почитать. Также пишите, про что бы вы хотели увидеть следующее видео на канале. Давно я не интересовался вашим мнением, так что пора исправить этот недочет. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.